Ребят, всем здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами о самом хорошем, что может случиться с орхидеями. Это, конечно же, цветение. Все, что мы делаем для них, это, конечно, мы хотим получить именно тот итог, чтобы наша орхидейка зацвела. И у меня не без исключения есть, конечно, и цветущие орхидеи, есть и больные реанимационные, есть всякие разные. Я хочу вам рассказать, как я ухаживаю за орхидеями в такой период. Самое важное и самое главное, что я поняла, это, конечно же, орхидейки не засушить. Для того, чтобы она процвела дольше, именно засуха для них, но будет являться именно тем моментом, что орхидея у вас начнет быстро отцветать. Конечно, нужно найти эту нейтральную сторону, чтобы не залить и чтобы не засушить. Некоторые орхидеи у меня содержатся прям в постоянной влажности, но это лишь по причине того, что они водохлебы. Есть и такие сорта, которые, ну, конечно, любят пить, они все хотят пить, и им всем нужна вода. Но если даже их засушишь, ничего страшного в этом нет. Но вы стараетесь, если вы в особенности новички, не засушивать орхидеи. Давайте поближе. Сейчас я вам про каждую покажу. Это, конечно, часть орхидей, которая у меня цветет. Их немножечко побольше. Вот они, мои красавцы, которыми я любуюсь на данный момент. Это орхидея сорта Чармер, голландская орхидея. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях вот такое мнение, важно мне знать. Насколько я понимаю, данный сорт уже является чуть ли не эксклюзивным. Его просто так купить невозможно. Даже если орхидеи продаются миксом, то именно такого сорта там нет. Ранее его продавали, а теперь, конечно, я в продажах, по крайней мере, не видела. Эта орхидея у меня цветет всегда не пышно. Кустов у него таких по 10, по 20 бутонов никогда нету. А все лишь по причине того, что эта орхидейка, она является, по моему мнению, капризной. Вот смотрите, какая у нее всегда ситуация. Листья она наращивает, и в основе она почему-то старается держать не более 3-4 листов. Вот сейчас 5-й лист она отсушивает. Вот он желтеет. Конечно, это и по причине старости. Здесь никакого заболевания у нее нет. Но именно замечаю такую тенденцию по этой орхидее, что более 4 листиков у нее никогда не было. Если у вас есть чармер, напишите мне, пожалуйста, действительно ли это такой сорт. И цветет вот именно максимум это 4 цветочка. Но я на нее не в обиде. Все лишь потому, что она у меня иногда периодически переживает пересадки. Потому что вот я как-то сильно еще до сих пор не могу с ней подружиться. Я ее то в обычную посадку усаживаю, то вот сейчас в закрытой системе сидит. Почему я ее дергаю туда-сюда? Потому что ни там, ни сям она путем развиваться как-то, не особо. Не то чтобы любит, но не хочет. Вот сейчас вроде бы сидит в закрытой системе, но как будто бы приживается. Все вроде бы нормально. Корневой активной у нее нету, но я также склоняюсь к тому, что это никакое не заболевание, там ничего. Просто-напросто она цветет. Бывает такое у орхидей, у цветущих, что они прекращают рост корневой системы и листьев. Есть, конечно, определенные сорта, как вот там другие я покажу, они и листья наращивают, и корни, и вообще и до фени им что с ними творится, они просто растут. А есть вот, которые прям чуть что и сразу вредничают. За данным сортом, как я ухожу? Я просто-напросто ее поливаю. Здесь у меня изначально заложено удобрение Plantafol. Так, напомню, 10, 54, 10, вот это вот удобрение я сюда закладывала. По крайней мере, нормально. И, кстати, Plantafol, насколько я знаю, пишет производитель, он именно вносится по листу. На корневую систему можно, но присутствует прилипатель. А с другой стороны, некоторым орхидеям это вообще не мешает. Да и вообще никаким орхидеям это не мешает расти. Они от этого не портятся, они от этого не умирают. Так что именно Plantafol я использую и по корневой системе. Давайте я вам покажу мою любимую орхидейку сорта «Черная жемчужина». Это
Неугомонный цветон. Я все время говорю, если вдруг вы встретите ее в продаже, ребят, обязательно покупайте. Это именно орхидея мультифлора. Что такое мультифлора? Это те орхидеи, которые цветут пышно. Вот прям всегда они цветут пышно. И эта орхидейка без исключения. Она в один цветонос, ну, крайне редко цветет. Если даже он и есть один цветонос, то у него всегда есть ответвление. Вот сейчас один цветоносик я прищепнула вот так вот на прищепочку. А все лишь потому, что вот эта часть цветоноса, она у меня начала тянуться к подсветке, а та часть именно к окну, к солнцу. И получается так, что один туда, другой сюда. И я думаю, чтобы было это красивее, я решила ее защипнуть. Ну и все, по крайней мере, сейчас ситуация выправилась. Цветонос у нее прямо. Можно прищепочку с одной стороны и убрать. Хотела она еще процвести, вот, но затормозила рост. И вот этот цветоносик, он также у нее формирует бутоны. А насчет ее ухода, ну вот она вообще неприхотлива. Прям от слова вообще. Она и засуху спокойно переживает. Она и заливы у меня может пережить. Как-то какая-то до ужаса неприхотливая. И в ней заложено удобрение Бонафорте гранулированное. Но она, видите, орхидейка нормально. И листик еще один себе новый наращивает. Единственное, что я смотрю, корневая система, она у нее неактивна. Ну, конечно, она и собирается цвести, и в этом плане я за нее не переживаю. Покажу сейчас все орхидеи, вот эти, которые растут в коре, а 3 других, они растут в мху. Это чисто белая орхидея, которая была мне подарена мужем. Это ее, насколько я помню, уже 1/3 домашнее цветение. Посмотрите, растет на 2 цветоноса. Она была изначально у меня удобрена монофосфатом калия. И вот такое вот цветение сейчас будет давать на 2 цветоноса. То ли с этим связано, то ли просто такой сорт. И, ребят, тоже я советую, чтобы у вас в коллекции была чисто белая орхидея. Они неприхотливые. И они цветут постоянно. И цветут они тоже в основе на большое количество бутонов и цветоносов. Конечно, ребят, еще очень многое зависит для того, чтобы они росли пышно, красиво. Это возраст. И это сорт. И эта орхидея не исключение. Она у меня до сих пор еще в магазинной посадке. Я ее не пересаживала с весны прошлого года. И вот посмотрите, нарастила вот такую себе хорошую, прям мощную корневую систему. И корни у нее такие жирненькие. Особо я ничем ее не баловала, не пичкала. Вот единственный раз вот это дала удобрение перед цветением. И все. И она вот корни новые наращивает. Содержу ее по типу закрытой системы. Горшок-горшок. Лишь только для того, что она любит влагу. Очень любит влагу, но и с другой стороны вы сами видите, что огромное количество корневой системы внутри грунта. Чем больше корней, тем больше приходится их поливать. И по лету прошлого года она мне вот так немножко пострадала, подзагноила шея. Я фундазолом все зачистила, и орхидейка прекрасно растет дальше. И насчет нее я бы тоже, наверное, сказала, что это неубиваемый сорт. Она у меня многое что переживала, но тем не менее вот так меня хочет радовать. И смотрите, вот на этот цветонос, что я с ним сделала. Как мы видим, они обе повернуты, ну, вот в одну сторону, потому что вот этот цветонос, он сам себе растет к лампе. А именно этот цветонос, он начал расти в другую сторону, в сторону солнца, окна. И для того, чтобы было красиво, в одну сторону все прекрасно и идеально росли, я ее установила вот на такую железную опору, в которых приходят у меня орхидейки. Можете эту опору себе оставить на случай вот такой. Эта опора, она металлическая. Ее можно спокойно загнуть, но единственное, я бы вам не рекомендовала ее опускать в грунт, потому что металл окисляется. И это тоже портит орхидейки. А здесь без проблем. Вот до сюда, до низа она закреплена на защепы. И теперь я ей поменяла курс роста цветоноса. Будут они расти у меня в одну сторону. И вот вам, ребят, лайфхак,
как сделать так, чтобы орхидея росла в одну сторону и красиво. Но опять же, именно вот так вот загибать цветоносы я вам рекомендую тогда, когда орхидейка начинает формировать свой цветонос. Иначе вы против ее воли начнете гнуть, все сломаете, будут опять сопли, будут опять слезы, разочарования. Поэтому вот такие вот моменты берите именно на ранней стадии роста цветоноса. Вот эта орхидея у меня азиатская. И буквально спустя 8 месяцев, только сейчас она выпускает цветоносик и уже наращивает бутоны. Орхидея у меня сидит вот в такой временной посадке. Изначально я ее, когда купила, сюда установила, так она по-прежнему здесь и сидит. Рост есть активный корневой системы. И пересаживать ее можно. Я такое практикую, но ровно до тех пор, пока не сформируется большой бутон, чтобы она не стрессанула. А сейчас, пока идет зависть, пока они маленькие, можно. И орхидейки не стрессуют. Но вот опять же, у меня так. Если вы не хотите рисковать, чтобы рост не остановился, и чтобы было все пышнее, все красивее, вы можете уже после того, как она отцветет, только тогда ее пересаживать. И, как вы видите, это мох. Это очень влажный у нее компонент. На данный момент вот так трогаю, она легкая. И это говорит о том, что орхидейку нужно полить. Также вижу, что корни серые и мох сухой. Я беру обычную воду. Здесь у меня нет никаких удобрений. Как я удобряю именно цветущие? Ранее я им сильно ничего не даю. Вот представим такое, что у нее нет цветоноса. Их, конечно, нужно удобрять с весны по осень, вносить различные удобрения, когда она активная, когда она растущая. Но когда она начинает формировать именно свой цветонос, вот я только в этот период начинаю им что-то давать. И буквально 3 раза я вношу это в начале формирования. Потом вот можно именно на такой стадии, когда уже формируются бутончики, и в 3-й раз, когда вот бутону не сегодня-завтра открыться. А когда она уже начинает цвести, ну вот как с другими орхидеями, тогда я прекращаю, я им ничего не даю. Почему? Ой, сижу, перелила орхидею. Потому что я считаю, что если орхидея начинает цвести, ну вообще у нее цветение, значит, ей всего хватает. Значит, не нужно лишний раз тоже пичкать. И от того, что вы им дадите огромное количество удобрений, и вам будет казаться, что орхидея будет пышно цвести, вот прям пышно и долго. А нет. Вот эта орхидея, я и вижу, что у нее будет всего лишь 3 бутончика, а все лишь потому, что она молоденькая. Она новенькая. Вот когда ей будет, наверное, лет 5, либо там 10 лет, только тогда она начнет красиво, там, не знаю, в 20, в 30 бутонов, там на 2-3 цветоноса цвести. А сейчас я от нее ну, ничего особого не требую, а просто за ней ухаживаю. И хочу вам показать вот такой один интересный случай. Это орхидея сорта Роттердам. Она у меня здесь осталась, опять же, мне в наследство досталась лишь по причине того, что вот эти вот материнские листья, и осталась орхидея без точки роста, там ее нет. А на этом месте выросла вот эта вот деточка, которую уже, ребят, в принципе, можно пересаживать. Посмотрите, какое количество корней, какие они длинные. Вот они уходят в грунт. И еще есть одна детка, вот она сидит прикорневая. Не люблю вот таких деток, потому что их очень сложно потом оттуда вытаскивать. Это обязательно нужно потрошить материнское растение. А с этой что? Вот здесь ее отстригнуло все, и мамку как-то дергать особо не придется. А именно ту деточку потом в будущем не придется доставать. Ну ладно, деточки, деточки. И вот буквально недавно вот такую красоту я орхидейки заметила. Это, ребят, будет цветение. И тоже у многих есть такие вопросы, что же делать с такими орхидеями, а что от них ожидать? Вы можете от нее ожидать все, что угодно. Если есть и сохранен цветонос, то она может цвести при этом. Но посмотрим, я не люблю вот этим пням давать цвести. Мне от них нужно
лишь только то, чтобы они наращивали деток. Цветение я могу потом уже увидеть именно у самих деток. И насколько мы знаем, когда орхидея цветущая, она все силы тратит на цветение. Может случиться такое, что она переключится на цветонос, и детки она уже там мало что будет давать. И вообще, ну, с одной стороны, это очень сложно. И цвести, и растить деток. Казалось бы, если орхидея решила вот так, то значит она справится. Но я не привыкла к этому. Я привыкла либо это, либо то. И возможно, что вот эти почки, которые она наформирует, и далее пойдет первый бутончик, я его уберу, а оставлю только лишь почки. Вдруг из этих почек также нарастут детки. Вот такая вот интересная история с данной орхидеей. Ухаживаю я за ней просто, как и за обычной. Поливаю тоже в поддончик. Видно, что местами корешочки именно у материнского растения портятся. Возможно, она сейчас этих деток дорастит. Вот видите, сейчас, ага, только сама заметила, что у нее идет такая массовая корневая гниль, и орхидейка не справляется. И с другой стороны, действительно, какое ей цветение. Она может, ну, в течение даже 2-3 месяцев погибнуть сама. Но не дам, нет, не дам я ей цвести. Деточку нужно уже будет отсюда побыстрее убрать, лишь только для того, чтобы у нее хватило сил именно на наращивание вот этой вот детки. А потом она уже сама будет отправляться, скорее всего, в орхорай. В заключение остается вот такая вот орхидея. Сегодня ее полила. Вы ее уже много раз у меня видели. Это, ребят, она себе дорастила цветением. Было также вот 2 цветочка, я их сняла, потому что они завяли. Сегодня она раскрыла вот этот цветочек. Давайте поближе посмотрим, какая это красота. Но все бы ничего, и все бы было прекрасно, идеально. И сидит Елена, любуйся на орхидею. Но давайте посмотрим, что вообще происходит с самой орхидеей. Листья нормальные, хорошие. Она вот от основания желтила. Я вам ее показывала, эту орхидейку, что листья желтят. При вас тоже и для вас я снимала этот желтый лист. Вот такая ситуация. Мне не нравится внутри грунта. По неизвестным для меня причинам. Орхидея стоит у меня на кухне. При хороших условиях, хороший температурный режим, хорошее освещение, начала гноить корневую. Я изначально замечала, что гниет один корень. Сейчас уже замечаю, что гниют соседние корни. Вот они гниют. И эта гниль, она распространяется. Ее нужно будет сейчас, конечно, поливать с привикуром, пока что все это не ушло куда-то дальше, больше, чтобы мне совсем орхидею не потерять. Что же я, ребят, делаю именно в такой ситуации? Я, ребят, всегда стараюсь жалеть в таком случае только лишь само растение. Как я всегда говорю, именно цветение – это дело наживное. Отстригаю. Оставляю все вот эти почки. Дохожу до последней, где-то сантиметр, 1,5-2, и потом отстригаю. И место среза обязательно обрабатываю перекисью водорода, чтобы никакая зараза туда не попала. И не нужно, ребят, в комментариях хоть говорить о том, что цветение убрала. Я в таких случаях никогда абсолютно не жалею цветения. В первую очередь я спасаю сам цветок. Сейчас у нее цветение забирает все необходимые силы. Ей нужно переключиться именно на выздоровление, для того, чтобы остановить корневую гниль, для того, чтобы наращивать новые корни, а она цветет. Как только я убираю цветение, то и орхидеи потом начинают без проблем наращивать все то, что необходимо. А цветок, когда сам восстановится, то и мне выдаст красивое уже и потрясающее цветение. И вот так, ребят, я ухаживаю за своими цветущими красотками. Цветение подержу в руках. Конечно, мне бы хотелось, чтобы она у меня красиво цвела. Она меня радовала, мой глаз, тем более сорт у нее изумительный, но ситуация обернулась так, что орхидея заболела. Всегда прям убираю, отстригаю без зазрения совести и без жалости. Она сейчас выздоровеет, восстановится, и тогда вообще проблем не будет. А если цветение не убрать, проблемы будут большие. Это я вовремя заметила, что у нее началась корневая гниль. Вы могли бы этого не заметить ровно до тех пор, пока бы листья не начали терять свой тургор. Орхидея кажется, что цветет, и у нее же все нормально.
Нет, ребят. Обязательно присматривайтесь, обязательно приглядывайте за своими цветочками. Вот почему мы и сажаем их в прозрачное кашпо, лишь только для того, чтобы видеть ситуацию внутри грунта. Если усадить во что-то непрозрачное, мы ничего понимать не будем. И мы заранее этого предотвратить не сможем. Также, ребят, я вам уже, конечно, сказала о том, что именно цветущие, ну, вот такие вот орхидеи я сейчас не удобряю. Она у меня отцветет, и только потом я могу ей вновь внести какое-то удобрение. Но я почему-то привыкла именно делать так. Лишний раз не стараюсь их пичкать удобрениями, а для хорошего и пышного цветения нужны хорошие условия. Вы можете закупиться удобрениями там, японскими, не знаю, всякими разными, турецкими, какими хотите. Но пока вы не научитесь за ними ухаживать, пока вы не дадите хорошие условия, это температура, освещение и полив, от орхидеи можно чуда не ждать. Все вот те условия, которые вы для них выполняете, орхидея обязательно зацветет. Если у вас орхидея не цветет, не знаю, там 2-3 года, я тоже порой такое читаю, но значит что-то вы делаете не так. Пересмотрите ее условия содержания, поставьте ее на другое окно. Она тогда получит стресс и, может быть, начнет цвести. Но и опять же, именно про пышное цветение, именно про качественное цветение. Это сорт, либо это возраст. Если деточка вновь купленная, либо после болезни, после реанимации, они и цветут намного меньше по времени. И они никогда пышно не будут цвести. Это только лишь с возрастом у них проявляется. Ну что, ребят, думаю, что данное видео было вам интересно. Ничего особенного я для них не делаю. Если она хочет цвести, они цветут. Насильно ни к чему не принуждаю. Всем всего самого доброго. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока.